Всем огромный привет! Видео переделок этих предметов мебели в интернете достаточно много. Это вот такие банальные табуретки. Симба, повернись лицом к людям, которые есть в каждой, ну, во всяком случае, были в каждой семье. И мы тоже не исключение. И вот такая одна табуретка с кухонного уголка «Уют». Столик, с которого мы переделывали, можно посмотреть, я оставлю ссылочку внизу в описании. Во время очередных ремонтов в доме мы их тоже красили и ремонтировали. Вот немного покажу, в каком состоянии у нас табуретки на данный момент. Вверх у нас, видите, такие выпуклости, это гвозди какие-то, ну не шиферные, но какие-то мощные, потому что верх постоянно расшатывался, и гвозди, извините меня за выражение, впивались в пятую точку. Но сами они по себе довольно-таки крепкие. Когда мы их ремонтировали, мы старый слой краски не снимали, поэтому на нем какой-то неимоверный слой краски лежит, различных расцветок, от белых до коричневых и голубых. Это все мы будем снимать. Снимать будем горелкой, огнем, потому что по-другому никак не получится. Будем шлифовать и работать дальше. Так что оставайтесь с нами, следите за нашими переделками, посмотрите, что у нас получится. Вот у нас есть такая туристическая горелка. По нашему мнению, это лучший вариант для снятия старой краски. Немножко поджигаешь, нагреваешь, вернее, и она снимается без проблем. До пузырьков. Ну, так, большой огонь делать не нужно. Мы уже перепробовали в свое время множество вариантов, всякие эти мазидлы. А ничего они не снимают, только намучаешься, убьешь свою руку и все. А это вот легко и просто. Ну, конечно, в доме с ней работать страшно, конечно, если особенно дом деревянный. Но на улице вообще никаких проблем. Видите, как быстро все снимается, просто элементарно. После того, как сняли все безумное количество слоев краски с табуреток, зачистили их средней наждачкой при помощи болгарки, чтобы выровнять поверхность и чтобы краска ложилась лучше. Там, где не достала болгарка, доработали стамеской. Ну и такая визуальная разница между очищенной и неочищенной табуреткой получилась. И, кстати сказать, что они стали очень легкими, без краски, просто невесомыми. Теперь те трещинки и зазоры между деталями, которые есть на табуретках, я обрабатываю при помощи шпатлевки. Но в шпатлевку нужно обязательно добавить клей ПВА строительный, чтобы она в процессе эксплуатации не вывалилась. Я дала где-то 1 столовую ложку ПВА на 200 мл шпатлевки. Деревянные скамейки уже зачищены, и сейчас я буду их окрашивать в глубокий синий цвет. Окрашивать буду акриловой краской. Смешивала краску я сама. Я для этого взяла немножко белой краски как основу и добавляла в нее 1 к 2 уже колер. Колер я использовала Снежка, он не насыщенный, поэтому расход у него большой, и получилось черного где-то полбаночки, а темно-синего ушла целая баночка. Белая краска, которую я использовала для основы в колорировании, у меня матовая. Я использовала одну из самых дешевых красок. Она универсальная, годится для покрытия всех деревянных поверхностей. У меня получилась краска очень насыщенная, пигментированная. Ее, в принципе, хватило и одним бы слоем покрыть табуретки, но я уже для надежности, и потому что у меня оставалась краска, я покрыла табуретки 2 слоями краски.
Чтобы защитить акриловые поверхности от пятен, чтобы легче было за ними ухаживать, я всегда покрываю такие поверхности каким-то защитным слоем. На этот раз я покрываю акриловым матовым лаком. Лак я наношу очень тонким слоем, полусухой кисточкой. Сначала будет виден такой легкий белесоватый налет, но при высыхании он исчезнет. На конце ножек, где-то сантиметров 12, я лаком ножки не покрываю. Так как у меня эти табуретки получаются довольно-таки темные ножки, как видите, планируется верх темный, я хочу визуально немного облегчить конструкцию. И хочу вот эти вот незаклеенные части ножек покрасить в цвет металлик. Но, к сожалению, вам я этот этап не смогу показать, потому что на улице снег, ветер порывами сильными. Я покрашу, конечно же, пойду где-нибудь там зашьюсь в уголочек, но уже, извините, показывать не буду на эти мучения свои. Покажу вам уже готовый результат. Табуретки я хочу сделать комфортными, мягкими, поэтому у меня будет тканевая обивка на поролоне. Клей у меня специальный для поролона. Наношу его очень тонким слоем на деревянную поверхность и приклеиваю поролон. Поролон у меня в остатках, он остался от других переделок. Он толщиной 20 мм, и у меня будет два слоя. Я хочу сделать сидушки с четкими линиями, поэтому обрезаю поролон под 90 градусов. Даю достаточно большие припуски на ткани для того, чтобы закрыть поролон и деревянное основание до самих ножек. Чтобы углы получились более аккуратными, я их буду зашивать на машинке. Вычерченные углы я складываю по диагонали под 45 градусов и совмещаю линии. Прострачивать я буду от основания вниз на длину 4,5 см. Это высота поролона и основания. Конечно же, идеально с первого раза чехлы не сядут, поэтому мне пришлось их доработать несколько раз. Снизу ткань я прибиваю плотно к основанию степлером и прибиваю по длине стороны, оставляя при этом свободными углы. Перед тем, как закладывать углы, если лишняя ткань есть по сторонам, я ее обрезаю и работаю уже с углами. Углы стараюсь закладывать аккуратненько и тоже их прибиваю степлером. Это уже последний этап работы.
Ну и вот итоговый результат. Результатом мы очень довольны. Получились, по моему мнению, красивые и очень стильные табуретки, которые гармонично вписались в нашу новую кухню, которую мы переделали тоже своими руками. Посмотреть, как мы это делали, вы можете по ссылочке вверху или внизу в описании. Кроме того, табуретки получились очень удобными и комфортными. А вот третью табуретку я планирую переделать в подставку для цветов. Вот у меня остался лист мозаики от переделки столика. Я хочу его использовать. Но сначала я хочу, вернее, мне надо снять вот эту вот окантовку по периметру скамейки и посмотреть, насколько размер скамейки совпадает с размером плитки мозаики. Я выровняла мозаику по всей площади табурета с одинаково выступающим краем. И вот что у меня получилось, что мозаика немножко выступает над площадью, над поверхностью табурета. Но это как раз таки мне и нужно. Я даже обрадовалась этому, потому что я хочу пустить по торцу еще один ряд мозаики и под 90 градусов вывести ее, понимаете, да? Вот таким вот образом. А для этого нужен как раз таки зазор, потому что сама плиточка идет, край плиточки, вернее, идет под 45 градусов, что тут, и она вот так состыковывается, и получается очень красивый, аккуратный край. А для этого нужен как раз таки вот здесь вот и зазор, который у нас просто волей случая и образовался. Потому что я думала, что придется обрезать по краю, по всему краю. Если бы пришлось обрезать, то пришлось бы обрезать очень мало. Это ювелирная работа, которая занимает очень много времени, и причем такая, можно сказать, бесполезная. Но нам этот этап, слава богу, придется пропустить. Приклеивать мозаику мы будем силиконовым клеем герметиком, но прежде чем приклеивать, зачистим поверхность, вот эту вот пластиковую гладкую, зашлифуем ее для лучшей адгезии. Но оказалось, что поверхность скамейки почему-то посередине очень сильно вогнута. И чтобы ее выровнять, пришлось снимать пластик почти в ноль по краю. Я обеспылила и обезжирила поверхность и наношу достаточно густой змейкой силиконовый клей. Распределяя шпателем клей по всей поверхности однородным равномерным слоем и наклеиваю мозаику. Выкладываю лист мозаики и не прижимаю его сначала полностью, потому что мне нужно еще выровнять края листа так, чтобы они выступали с одинаковым расстоянием над поверхностью табуретки. И только после того, как я убедилась, что края выступают везде, со всех сторон одинаково, прижимаю лист мозаики уже окончательно. Наношу на торец скамейки этот же клей. Видите, в достаточно большом объеме я его наношу, потому что здесь у меня идет прорезь по торцу, и часть клея, большая часть клея провалится туда. Выравниваю клей мелким шпателем для того, чтобы он не вылез между мозаикой. Если все-таки такое произойдет, то лишний клей нужно удалить. Удаляю я клей обычно заостренной спичкой. Удаляю для того, чтобы он просто банально не мешал зафуговывать межплиточное пространство и чтобы фуга легла красиво. После того, как клей хорошенько схватился, у меня на это ушло 4 часа.
Вообще-то этот клей полностью отвердевает через 24 часа, но работать с ним можно уже после того, как он схватится. Я запуховываю всю поверхность плитки. Там, где фуга легла толстым слоем и по краям, я снимаю влажной губкой и жду полного отвердения фуги. Ну, смотрите там уже по инструкции. Я обычно начинаю работать на следующий день. После того, как очистила лишнюю фугу, я даю поверхности подсохнуть и покрываю швы специальным средством, которое будет защищать их от загрязнения. Ну вот я перевернула эту скамейку, и она свой срок по своему прямому назначению уже отслужила. В двух ножках вот здесь на изгибах пошли трещины, а ножки из гнутой фанеры 2-сантиметровой. То есть садиться на нее было бы небезопасно. Но как подставка для кашпо, каких-то других случаев, которые не предполагают сидение на ней, она еще послужит. И я хочу немножко освежить эти ножки, покрашу их тоже в белый цвет. И будет несколько здесь декоративных элементов. Не знаю, будут они уместны, не уместны. У меня просто осталось немножко мозаики, и я ее использую. Видите, если в предыдущих табуретках я сначала занималась ножками, а потом уже сидушками, то здесь получается наоборот. Сначала сделала сидушку, а теперь занимаюсь ножками. Заодно освежу краской некрасивую тыльную сторону табуретки. Ножки мы тоже зачистили, освободили их от старой масляной краски и покрыла я их белой акриловой матовой краской в 3 слоя. Каждый слой я наносила после того, как высох предыдущий. Наносила губкой для того, чтобы не было грубых мазков от кисточки. Ну и как в предыдущих табуретках, все ножки покрыла тонким слоем акрилового лака. У меня осталось несколько мозаик, я их этим же силиконовым клеем приклеила наверх ножек. По-моему, получилось нормально. Так что и эта скамейка мне еще послужит какое-то время. Вот такая маленькая переделка у нас получилась. Оставляйте свое мнение в комментариях, понравилось вам или нет. Может быть, что-то вы бы сделали по-другому. Мы все читаем, прислушиваемся к вашему мнению. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не с нами. До новых переделок и всем удачи!